на острове Якушима. Это была первая наша ночь. Природой вот этого ущелья, когда маршрута. Один коротенький. То есть на самом деле он очень много изучал. Так, а где парковка? Краснеет. Нас снимают. Я ебу. Одна зеленая, одна желтенькая, да, Танюш? Не надо. Очень красивый мистический лес. Кто-то там чешется. Итак, наше первое утро на Якусиме. Тишина ночи и убаюкивающая песня прибоя уютно накрывали Настанью своим волшебным покрывалом. Но вот уже солнце встает. Уверен, оно обещает нам новые загадочные приключения. Доброе утро. Сегодня 28 марта 2026 года. Мы проснулись на острове Якушима. Это была первая наша ночь на кемпинге. Прекрасно выспались. Я хорошо восстановился. Вчера, конечно, достаточно сложно было ставить лагерь, и палатка достаточно сложно первый раз ставили. И много вещей перекладывали. Но, тем не менее, все получилось. Все хорошо. Устали, правда, жутко. Легли спать рано. Спали прекрасно под шум волн. Легкий ветерок, бриз. Вот. Ни дождя, ни порывов, ничего. Все прекрасно. Сегодня у нас большие планы. Не знаю, насколько они осуществятся. Таня еще пока просыпается. Встали, как обычно, в 5 утра. Вот, сейчас позавтракаем, кофейку попьем. И поедем. Сегодня у нас, как я уже сказал, планы. Но я буду раскрывать по мере продвижения по сегодняшней поездке. Итак, новый день. Что он нам несет? Выезжаем мы из кемпинга. Сегодня наш первый день. Мы как будто восстановились после вчерашних упражнений по установке лагеря. Сегодня настроение получше, самочувствие получше. И первое у нас стоит на повестке — это ущелье Широтани. Это одно из самых достопримечательностей, самых таких интересных достопримечательностей острова Якушима. Это как must go, то есть места, которые нужно посетить. Сегодня, я так понимаю, у нас разминочный эксерсайз, он не самый большой по продолжительности и по усердиям. Но зато очень много интересного, что можно увидеть. Таня, что там ты нашла про Широтани Горч? Вообще, да, это одно из самых магических мест в Японии. Это густой такой древний лес, который часто описывают как мир духов. Это ущелье, которое покрыто толстым ковром мха. Здесь более 600 видов мха, и деревья выглядят так, как будто их не трогали тысячи лет. И также есть аниме «Принцесса Мононоке», которая снята Миядзаки. И он как раз вдохновлялся вот природой вот этого ущелья, когда, собственно, снимал этот фильм. Так что мы попадем в аниме. Пока ты, да, вот это я хотел сказать, что вот
Он кто, который рисует мультипликатор, да, Миядзаки, или Миядзаки. режиссер? А? Э, Вот, значит, но это «Принцесса Мононоке» в 97 году был самый кассовый фильм вообще. А тем более, что это анимешный фильм, это был вообще разрыв. И основной смысл о том, что люди наступают на лес, а лес со своими животными вот, воюет с людьми, чтобы отвоевать лес. Там есть, значит, бог леса, там оборотни, ну, такое вот. И Мононоке, это принцесса Мононоке, это может быть типа как Маугли, она живет в лесу с волками и так далее. И парень, который встретился с вепрем, который был уже превращен в этого демона. Вот, и он пошел решать, и там, ну, короче, очень интересная история о том, как молодой парень едет на оленя в другой район Японии, встречает там эта принцесса Мононоке, и там они вместе начинают спасать лес от людей, от цивилизации. Ну, достаточно интересно. Вот, конечно, там его не нужно смотреть трезвым и серьезным, потому что там, Почему это? вот, ну, как бы, Не, ну просто или там, он нарисовал это. Но очень важно, что он как раз вот, посещая вот эти леса здесь, на Якушиме, здесь он там будет 600 видов моха и так далее. То есть мох на деревьях, поскольку здесь каждый день идет дождь. Вот, как говорят, на Якушиме в месяце 35 дней в месяц идет дождь. Вот. Ну, не знаю. Сегодня нам обещают без дождя, кстати. Так что завтра будет дважды. Вот. Да, и там есть несколько маршрутов разных. Вот, фотографируют. Так, а что очень много фотографируют? туристов, очень много путешествий. можно я расскажу о Мы маршрутах? проехали уже один мост очень красивый. Вот. Давай, что ты хочешь сказать? Что там есть несколько маршрутов. 3 маршрута. Один коротенький, на 1-2 часа, это буквально подходит там всем. И есть на 3-4 часа, который мы хотим сходить. Наиболее такой, который идет через самый такой вариант, где много мха. Мхистый. Не знаю. Мухуёвый. Вот. И есть, конечно, более сложные, там больше 5-6 часов. Ну, не знаю, наверное, это просто для любителей хайкинга. Когда идешь и не можешь остановиться. Вот. Но я думаю, мы ограничимся как раз средним вариантом. 3-4 А там, по-моему, 2 часа. закрытые, там мы пойдем по одному, Ну, мы который остался. посмотрим, который, да, есть. И, кстати, об этом аниме я прочитала, что все аниме было отрисовано вручную. Не как уже сейчас делают компьютерное, ну и тогда уже делали компьютерное, а он именно отрисовывал, ну, в смысле его работники отрисовывали это все вручную. А потом я еще читала, что в принципе все фильмы, которые он снимал, вот, у него все в основном как раз направлены на вот такие темы природа и люди в разной направленности. А то, что ты говоришь, как на трезвую голову не смотреть, просто это же делается, ну, для японцев прежде всего, и там, соответственно, очень много берется из их фольклора, Кстати, да. который мы не знаем, и мы такие, ой, Знаешь, чем это накурился? слышишь, типа, режиссер. я посмотрел недавно, попалось видео в YouTube, и там мужик один реально заморочился и начал расшифровывать вот этот вот фильм. Мгм. Что это значит. И он там, почему черви представляют собой вот этих демонов, и там почему так одеты, и почему такое. То есть он находил этому всему культурно. То есть Конечно, это у все него- есть. То есть на самом деле, вот то, что как рисовал этих богов, то есть это были такие представления. То есть на самом деле он очень много изучал. И там положены, то есть не все просто знают, но корни вот японской культуры там практически во всем. То есть, Во всех его работах. Да мне кажется, это во всех аниме. ну, про Просто все для нас это непонятно, и мы такие, ой, Но мы едем реально вертикально почти. Ну, уклон очень большой, то есть подъем
машине прямо тяжело, хотя мы разгрузили, она пустая. То бишь уже можно идти в поход. Да, А не это ехать. уже... Так, ты хочешь сказать, что вот эта велосипедная дорожка? Нет. Нет, Таня, но там такие будут, да. Интересно, Там первые а за 50 сколько дней километров. можно обойти вокруг пешком острова? За 2 дня, да, наверное? Я думаю, 2-3 дня, да. Если просто идти, Просто идти. Если на велосипеде 10 часов. на велосипеде на самом деле там объезжать за 4-5 часов. Не, ну, а тренированные велосипедисты ты имеешь в виду? Ну да, которые именно едут. Ну, давай Потом мы говорим очень- о простых Очень многие среднестатистических людях. используют Электровелосипеды. электровелосипеды, да. Ну, мы еще можем и с машиной сравнить тогда. Нет, мы же говорим о обычных велосипедах и среднестатистических Татьяна Геннадьевна. Поэтому Нифига себе среднестатистическое. я не велосипедист. А, ты поэтому- про велосипед, я думал про ходьбу. А, про ходьбу, ну, я тоже не знаю, смогла бы я, но я бы, наверное, хотела. Why not, как говорится. Вот такие красоты, рассказали мы все. Вот, дорога такая, будем экономить место на флешке. Если что увидим, вон видишь, вон там будем сейчас ехать наверху. Хорошо. Дорога извивается. Описывается красота такая. Такие эти лопухи огромные. Да, чувствуется влажность такая бешеная. Ну вот в 5 встали, видишь, и 9, и... Ну, в 6. Я в 6 встала. Ну, поднялась с кровати. Ну, да. Так-то я в 3 могла встать уже. Ну вот уже фотографы. Что там? А, порт снимает. Ну, кстати, да, ничего ж на фото будет. Там очень красиво. Велосипедов нет? Нет, велосипеды отдыхают. Ну, очень красиво. Но умеем, Тань, мы с тобой забраться в места, где умеем, практикуем. Ой. А я вчера, кстати, прогулялась возле нашего кемпинга, там тоже вот в такой лесок аж зашла. Немножко. Ну, на дорогу уже не выходить не стала. Но, кстати, ты обрати внимание, Заюш, насколько отличается растительность внизу, вот возле нас, там, где мы, и здесь. Потому что здесь, конечно, постоянно облака, постоянно влага. Тут папоротники какие-то. Но папоротникам же очень много влаги надо. Елочки. Хвойные. Так, вот это приехали, что ли? Нет. Нет, это ремонт. Еще километр ехать. В 2024 году был большой тайфун, проходил. И он нанес много очень разрушений. И вот они восстанавливают, как все японцы делают, очень медленно, но Осторожней. качественно. И вот полностью снесло часть дороги. И вот они сейчас ее восстанавливают, встречную полосу. Вернее, мы едем по встречке. Одна полоса ушла куда-то, одна полоса. Слушай, ну если бы мы шли пешком, то уже бы никакой хайкинг не нужен был. 10 километров, 11, и такой подъем Ну да, хороший хайкинг. по асфальту. И панда. Удобно, между прочим. Ножкам твоим было бы удобно. Ты же не любишь, когда ступеньки, когда там Не, всякие ступеньки- корни, Ступеньки не от корня, да, камни. А камни. здесь поэтому идеально ходить по асфальту, на самом деле. Якушима National Park. Вот, мы въезжаем. Вот мы уже въезжаем. Так, нужно Там ищи, да, нужно денежку платить. donation. Ну, это так называется денежка. Вот молодцы японцы, да, вот смотрите, не входной билет, а так на поддержание. Дотация на поддержание. А вот это место, да, которое я видел в этом.
Так, а где парковка? Вот вход. А где? Паркинг вот 200 метров. Стрелка. Вот уже. Да, да. Еще И они в таких куртках теплых. Ну и пофиг. я. 3カ所ぐらい空いてるけど、ちょっと止めやすい場所に。 Окей. Хай. Последнее место. А вот здесь два, но мы станем на последнем, да? Не знаю, вот еще между ними Пой- есть. Ты любишь им? Ну да, какое-то. Все, приехали. Отлично. Ура, ура. Ну все, приехали. Ущелье Шеротани.11番は原生林合流地点なんですが、原生林も今入れなくなっているので通行規制されています。 Да, красиво ты смотришься. Красное на фоне зеленого. Да, А, я сердечко хочу, но у меня тут полные руки. полные руки. Мои любимые ступени. К мосту, потому что там закрыт маршрут. Красота какая вообще. Да. Таня, взлетай. Догоняя предыдущих. Вот которые идут впереди, от них сильно пахнет алкоголем. Видать, Таня соскучилась по запаху алкоголя, к ним идет. Вот так в камнях выдолблены ступеньки. Ой, что это краснеет? Нас снимают. Ку-ку. И вот первое попавшееся нам сегодня большое такое дерево старое. Много обхватов.
Вот первый пример того, как происходит. Вот первый пенек, упало дерево, и из него выросло второе, называется второе поколение кедра из одного и того же ствола. Воистину, вот этим мхом и вот таким лесом Миязаки вдохновлялся при создании принцессы Мононоке. Вот он, это вообще просто потрясающе. Вот этой бабушке, которая идет, ей далеко за 70. Уже одуванчик такой. А маслает по горам, как сайгак, по степи. А вот этот дерев, он самец. Нет. Солнце вышло из-за туч, стало жарко, я ебу. Выражение такое. Да уж, да. Это точно. Да, да. И это элита, представляешь? Вперед! Это место почти во всех видео включали.
Я пойду другим путем, прямо по вот этим красивым камням. Когда такая красота, зачем в обход идти? Какие красивые пустые деревья, да? Выгнали изнутри. Вообще мягкие-мягкие. Мягкие-мягкие. Смотрели про видео, ну вот это, да? Вообще классно. Когда сам своими глазами видишь, да? Да, то есть не зря мы столько затратили усилий, чтобы сюда добраться, чтобы вот это увидеть и прочувствовать, это, конечно. Дерево прямо как будто из камня растет. Обхватило корнями и питается с поверхности этого камня. Чё счастливая такая? It's absolutely amazing. Передаю привет моей учительнице английского языка, Анастасия. Эти два потрясающих дерева. И видно второе, да? И из него растет несколько, 3. Это, по-моему, которое мы отмечали, да? Напишем в видео, как называется. Матушка природа, что ж ты творишь? Да. И вон молодые побеги растут из этого старого столба. У меня много, на фотоаппарат много. Прям корона. Корона, видишь, растет прямо сверху. Цветочек. И кто это тут заземлился? Татьяна Геннадьевна. Еще один. Вот этим всем кедрам очень много лет. Я бы сказал, 1000 лет. А вот у тех, у кого больное воображение, может увидеть, что дерево едет верхом на ящерице. Вот эти камни прямо напоминают из фильма «Принцесса Мононоке».
этот пенек от очень известного суги. Название не помним, поставим в видео. Вот он на всех смотрит уже в течение, там, я не знаю, 5000 лет и говорит: люди, чем вы занимаетесь? Две древних развалины. Одна зеленая, одна желтенькая, да, Танюш? Это я видео снимаю. Вот посередине такой красоты есть туалет disposable. Можно вот зайти, использовать свои специальные туалетные, не знаю, туалет называется, и выкинуть. Вот, собственно, написано. То есть вот он, disposal, вот такой пакетик. Ты ходишь в туалет. Вот так. И потом вот здесь вот оставляешь. Вот он, знаменитый кедр. Уф. Давай. О, Таня пролезла. Difficult to be big and beautiful, eh? Это Таня идет, и из нее цветы сыпятся. Да, Танюш? Они не смотрели принцессу Мононоке просто. И не понимают, зачем. Пошли! Такие узкие проходики у нас здесь. И вода под ногами. Журчит ручей. Нормальные герои всегда идут в обход или в подкоп. Ай! Цепляюсь красотой. Вот 3 огромных кедра остатков. Вот. Пеньки, из которых растут новые побеги. Мы уже почти наверху. Осталось чуть-чуть. Вот дошли до чекпоинта 14. Следующая остановка — камень. Барабановый камень. Так, где красный? У кого зрение хорошее? Вот так. А, вот они. Вот они, вот они. Как мы пойдем к ним? Тут немножко у нас поменялся ландшафт. Мы идем уже по гористой такой местности. И здесь... Близко к вершине. Да. И здесь поэтому указателей нет, а только розовые ткани. Вот они, их не особо видно. Вот такое у нас движение. Не-не, вот это сюда. Или туда. Не знаю. Смотри, следующий. Вот она. Видишь, розовая. Я вижу, я как раз туда. Ну вот, добрались мы наконец-то
до этого камня, самая вершина горы. Целая долина внизу реки Шератани. Горы высокие. Сколько мы шли там? Ну, мы 3 часа шли, но это потому, что мы где-то 1,5 часа, наверное, фотографировали. 3 часа шли, ну да, много фотографировали, видео снимали. Но народу очень много. Идешь как в очередь в мавзолей. Не надо. Вот здесь подойди. С чувством выполненного долга убираем камеры. Снимать вниз уже не будем, смысла нет. Уже встретимся там внизу. Ну что, это случилось. Вот по мгновению, по щелчку мы уже и внизу. От самого барабанного камня и до самого низу. И мы уже здесь. За секунду. Так в кино. На самом деле все получилось немножко по-другому. Где-то 2 часа у нас ушло на то, чтобы спускаться. Ножки болят, ручки болят. Посмотри, сколько машин, да? И при этом там парковка есть. И там да? полная парковка забита, да. Да, место очень популярное. Место популярное, как в мавзолей сходили. И также очередь были на каждый подъем, для каждой фотографии. Расскажи, Тань, ну что тебе понравилось, не понравилось, что ожидала? Мононоке встретила принцессу? Нет, принцесса... Нет, не Громче встретила говори. принцессу. Хорошая была прогулка, мне понравилось. Очень красиво. Красивый мистический лес. Все зеленое, все в мхе. Очень удивительно, что я переживала, что скользить будут кроссовки, потому что все время нужно идти по камням практически было, наверное, 90%. Вот, ну, все было прекрасно просто. Очень-очень красивое место. 500 разновидностей мха. Егор спрятался 600. в мху, а Таня кричит: Егор, ты где? А я и в мхуя! В мхуя, да? Таня. Смотри, заборы лучше, а? Ну, мох, конечно, потрясающий. Очень Это настолько вот на ощупь, это как Да, и он как разный. паутина, наверное, да? Да, Вот. сказали же 600 разновидностей, я там трогала. Очень такой мягкий, пушистый даже, можно сказать. Приятный. И что вот еще одна особенность, ну, во всяком случае, такое бывает, я уверен, но вот я не встречал. Когда деревья занимаются каннибализмом, реально. То есть, поскольку этот остров Якушима, он гранитный, здесь практически почвы нету. То есть, очень тонкий слой. Вот. И, то есть, каждое растение использует максимум, где может взять питательные вещества, биогены. И вот они вырастают, там семечко упало на старое дерево, дает этот рост. И вот получается, там, вот мы сняли на видео, посмотрим, но здесь есть 2 поколения. То есть одно поколение погибло дерево, там упала эта кедровая шишка на него, саженец пошел прямо из дерева, расходуя материал вот этот старого дерева. Потом также дерево умерло 3-е, там есть дерево, 3 поколения вот так вот деревьев. Офигеть, вот так. Да.
Еще понравилось очень, этого я не читал, что вот эта тропинка, которая была проложена, она, конечно, проложена тропинка, но она не легкая. То есть не то, что там сделано из дощечек, и ты идешь просто как по дорожке гуляешь. Нет, очень много корней, очень много камней, по лужам, через речки переходишь и так далее. То есть вот. Но она была построена 300 или 400 в период между 300 или 400 годами назад. Вот, и была, оказывается, построена для того, чтобы собирать налоги. То есть центральное правительство Японии требовало налоги, и вот чтобы доставать... Этот дедушка тот же, слышишь, он целый день, наверное, на этом. Утром мы ехали, он фотографировал. Сейчас едем, он фотографирует другое место. Видишь, в определенное место выезжает, знает, когда, что сфотографировать. Наверное, птиц фотографирует. Вот, может быть. Вот, так что мы завершили наш активный. Сейчас время 2:30, как раз сейчас прийти, разобраться, посмотреть, где можно принять душик, привести себя в порядок и уже отдыхать. Завтра у нас день несложный, будем кататься по острову на машине, смотреть. Вот, так что вот такие дела. Ну, есть еще что сказать, тетя Заюш? Нет, я все сказала. Она все сказала. Все, ладно. Отдыхаем дальше. Привет. Кто-то там чешется. У вас все. Такая семейная идиллия.